Говорят, здесь ничего не происходит случайно. Если вас встречает кот, вы на правильном пути. В выходные дни местные жители любят посещать красивые места в Испании. Мы сегодня находимся в одном из таких мест. Гуадалест. 200 человек численность населения, на скале 600 метров. Визитная карточка – это изумрудное водохранилище, замок Сан-Хосе и множество красивых мест, видовые улочки узкие. И люди сюда любят приезжать, гулять, местные жители, в выходные дни, ну и туристы, соответственно. Так что сейчас мы с вами пройдемся, посмотрим эту красоту, насладимся красивыми видами и увидим много интересного. На первый взгляд кажется, что это просто лестница, но дальше начнется совсем другая история. Глядя на эту красоту, я вам хочу сказать, что сейчас январь, месяц 2026 года, и сейчас зимой самое время посещать эти места. Туристов немного, поэтому местные жители могут спокойно здесь погулять. Лучше приезжать сюда, конечно же, с утра, брать удобную обувь, потому что здесь вот такие вот дорожки каменистые, приходится много ходить, и подъемы, спуски. Ну, а также не забывайте теплую одежду зимой, зонтики, курточки и хорошее настроение. Еще, кстати, забыла сказать, что удобно сюда ездить на своем транспорте. На подъезде есть парковки, бесплатные и платные. Платные 2 евро мы сейчас оплатили, и вы можете наслаждаться вот этими видами целый день. Очень удобно ехать от Аликанте и от Бенидорма. Это прогулка одного дня туда-обратно, ночевать нигде не нужно. Поэтому вот такое вот замечательное местечко. Мы уже здесь бывали, и сейчас мы идем с вами гулять вместе. Мы поднимаемся вот по такой лестнице. Для этого нужна хорошая обувь. Мы сейчас зайдем в уникальный проход и попадем в это населенный пункт. И что здесь интересного, Алексей вычитал, что сюда мог пройти кто? Только один человек и один всадник. И мы сейчас пройдем через тот проход, который проходили 700-800 лет назад люди. То есть этот узкий проход могли охранять всего там 2-3 воина. И никакой отряд не мог проникнуть в это поселение. Средневековое, да? Средневековое, да, без того, чтобы им разрешили. Вето надо было получить, наверное, да? На разрешение. Разрешение на проход. В общем, вот такое вот интересное место. А мы идем наверх. Очень узенький проходик. Это еще он сейчас облагорожен, вероятнее всего. Этот проход был вырублен в скале, насколько я понимаю. Знаете, какой он узкий. Летом приятно здесь ходить, потому что оттуда дует ветерок. Кстати, интересный факт. Вот этот QR-код изобрели в университете Аликанте, используют сейчас по всей Испании, переходит в Европу, а изобрел его преподаватель информатики Аликантовского университета. Это нам рассказал наш сын, который учится сейчас у него. Прикольно. Смотрите, какая красотища. Вот сейчас мы стоим и смотрим вот туда. Очень красивый вид. Ну и, конечно же, это говорит о том, что мы в горах. Вы видите, какие облака. В то время как на побережье... В то время как на побережье, в принципе, хорошая солнечная погода. Чем выше в горы, тем больше облачность. Она вся испещрена. Еще гвозди такие старинные. Ей лет, наверное, 300, если не больше. А может и больше, кстати. Да, такой узкий проход было очень легко охранять. В начале туннеля Гуадалеста стоят старинные деревянные ворота. Они охраняли вход в крепость еще в средние века. Сам туннель прорублен прямо в скале, узкий, примерно 10-15 метров в длину, и служил единственным безопасным проходом для контроля входа в укрепленную деревню. Кая Иглесия, музей муниципальный Каса Ордунья, Кастильо де Сан-Хосе. Вот это то, что я вам говорила. Здесь есть Кастильо де Сан-Хосе. Сегодня мы, наверное, не пойдем, потому что здесь уже бывали.
Вот так вот здесь. Такие улочки. Вот там вот такой замок. Мне все обращают внимание всегда на вот такие информационные таблички. Вот она не облезет, потому что она такая металлическая. Здесь можно отсканировать, скажем так, все прочитать. Есть сайт Гуадалиста. Вот вся информационная табличка. Здесь все расписано про музей муниципальной Каса Ордуния, что это такое. Здесь немножко влажно. Прошел дождь, видимо, а может быть опускалась влага, потому что есть облака сегодня. Сегодня у нас январь 2026 года. Ну, достаточно тепло для того, чтобы гулять по такому замечательному городу. Смотри, везде информационные таблички. Кстати, я только что прочитал про этот код еще раз, что его сделали для того, чтобы это не QR-код, а для того, чтобы можно было считывать с 5-15 метров. То есть из-за цветных этих блоков. Для удобной навигации здесь включается сразу аудиогид и так далее. То есть очень удобно. А это Иглесия дель Кастель де Гуадалист. А здесь расписано про эту церковь. Она была построена между 1734 и 1753 годами. Она наиболее важная была в этом ущелье. Ну вот, в течение 400 лет. Ну и так далее. Вы можете просто поставить на стоп и прочитать. Вот она такая церковь. Сувенирные лавочки. Вот здесь всегда можно купить что-то 10 евро. Вот такая подставка, видимо, стоит. Всегда что-то купить можно с местным колоритом. 59 евро. Мы прошли крепость Сан-Хосе, увидели красивую церковь, и на этой же улице можно увидеть музей миниатюр и дом зажиточного жителя XVIII века. Настоящие кусочки истории. Здесь также уютно расположились сувенирные лавки, кафе, музеи, но эта улица ведет прямо к площади. И мы идем по этой улице, приближаясь к жемчужине Гуадалиста, месту, ради которого сюда приезжают туристы. И то, что ждет нас впереди, оно не оставляет равнодушным ни одного посетителя, которые сюда приезжают. Ну что, мы подошли к визитной карточке Гуадалиста, водохранилищу изумрудного цвета. Ну, правда, сейчас вы видите, что уровень воды значительно упал, водички здесь значительно меньше. Вероятно, все связано с тем, что было засушливое лето. Не думаю, что это катастрофично, но тем не менее мы можем видеть, что предыдущие наши прогулки здесь сопровождались с более большим количеством воды, и сейчас его, конечно, меньше. Но цвет такой же приятный, изумрудный, красивый, который также привлекает туристов и местных жителей. И очень хорошо дышится, свежий воздух, поют птички. Красиво, замечательно. И здесь написано, что здесь находилась старинная тюрьма, небольшое здание, построенное над резервуаром для воды, который собирали с крыш домов. В XII веке в этом подземелье одновременно проходили суды и содержались заключенные. И именно здесь в 1960-х годах начался туризм в Гуадалисте. Был открыт первый магазин для посетителей прямо внутри крепости. А на верхнем этаже расположено здание мэрии, маленький кусочек истории, который сохранил дух средневековой крепости. Frente al cielo,
Гуадалест расположен высоко в горах между грядами Сьерра-де-Айтана, Сьерра-де-Сирейя и Сьерра-де-Хорта. Окружен живописной долиной и извилистыми склонами. Здесь, среди гор, веками растут миндальные и оливковые рощи, а здешний воздух наполнен ароматами средиземноморской природы. Это идеальное сочетание истории и дикой красоты. Очень интересный момент по поводу вот этих информационных табличек. Да, это Navi Lens. Вот еще раз повторюсь, что разработана преподавателем университета Аликанте. И чем хорошо, что это не как QR-код, то есть камера не сканирует и думает, а камера получает как дорожный знак. То есть благодаря вот этим цветным блокам и получает сразу доступ к хранилищу большого количества информации. То есть это может быть аудиогид, это может быть какой-нибудь рассказ на испанском языке, может быть большой текст. В общем, это испанский язык. Можно не подходить, не читать вот мелким шрифтом, если нет очечков или плохое зрение, или много людей столпилось здесь. Можно на расстоянии, я так понимаю, отсканировать и слушать, и ходить, и слушать аудиогид. Все правильно? Да, мы сейчас прямо вот в прямом эфире открою эту программку. Вот смотрите. Включаю. И вот сдалека оно все сразу считалось. То есть это делается мгновенно. И мы слушаем на испанском языке интересный рассказ об этом самом месте. А здесь у нас что было? Ты говорил, землетрясение? Здесь было землетрясение в 1644 году. Как раз вот этот знак и рассказывает, что вот видите, что часть скалы упала, тут была разрушена крепость. То есть много чего пострадало. То есть такой сейсмический район здесь. Но мы видим, что горы вокруг. Кстати, место очень уникальное. Место уникальное, место красивое. Едут даже на караванах. Парковки есть как бесплатные, так и платные. И вот сейчас самое удобное время путешествовать, потому что нет большого наплыва туристов. А мы, наверное, пройдем чуть дальше. И, кстати, вот здесь очень красивые места для фотостопов. Люди обычно любят туристы фоткаться вот с этими скалами. Вот так вот. Еще один интересный момент хочу вам рассказать. Первые коммерческие лавки внутри этой крепости появились уже в 1960-х годах, когда туристы стали массово приезжать сюда, и буквально здесь началось развитие туризма. Так что, гуляя по этим улицам, вы не просто видите красивые дома, вы шагаете по живой истории, которую местные жители сами берегут и передают дальше. Мы идем вот по такой узкой, красивой дороге. Сейчас ее вымостили, но когда-то здесь были только такие вот скалы. Как подняться? Сейчас попробуем вот здесь подняться. Перелезть через ограду. И поднимемся, посмотрим с высоты птичьего полета на самый верх. Вот такие вот шикарные виды. Алексей, не пугай меня. Такие шикарные виды отсюда открываются. Высота тут приличная. Вот такие виды отсюда открываются. Шикарные виды на миллион. Guadalest, peña viva frente al cielo, puerta de roca, vigía del tiempo. Entre montañas guardas la voz de moros y reyes, de guerra y de sol. Guadalest, atalaya del viento, espada de piedra. Немножко прогулявшись, мы выходим вновь вот по этому туннелю. Кстати, вход в Каса де Ордино, да, Каса Ордино, 4 евро. Музей. И мы снова вновь проходим по такому вот туннелю. Кстати, тут тоже какие-то двери потайные. Ну, можно себе представить, как его прорубали в этой скале. А за спиной у меня вот такой тоже вид. И вы видите сейчас сквозной такой проход.
такая у нас небольшая была экскурсия, но в очень интересное место. Ну, а внизу вы видите там всякие уже частные дома, площадки вон там муниципальные. То есть в этой округе живет, как мы прочитали в Гуадалисе, 200 жителей. Ну и, соответственно, у них есть различная инфраструктура, которую можно обозреть вот прямо отсюда. Дорогие друзья, вот это перед нами прямо находится герб вот этого населенного пункта Гуадалест. Что означает? Основные элементы герба. В середине мы видим золотой замок. Это центральный символ, который олицетворяет главную достопримечательность города. Это понятно. Замок, то есть да, смотрим вот видим. туда замок. Два серебряных ключа, расположенных по бокам от замка, символизируют стратегическую важность Гуадалеста как ключа к долине. Город долгое время считался неприступной крепостью. Скалы и волны, замок стоит на горе, что подчеркивает его реальное расположение. Опять-таки гора, соответственно, смотрим. в скале. А сине-белые волны нижней части традиционно геральдики обозначают воду. В данном случае водохранилище, Ну, которое мы видели. водохранилище, да. И то есть и корона сверху, понятно, что это Ну да, что это королевская корона, венчает Да, щит и указывает, да. что город в свое время находился под покровительством арагонской короны. Арагонской короны. Вот так вот, дорогие друзья. Интересно еще и все читать, смотреть, изучать и узнавать. Уже туристы тут собираются. В общем, Это очень интересное город-музей, место. его еще называют. Вокруг Гуадалеста расположены плодородные земли провинции Аликанте. Настоящая сельскохозяйственная жемчужина. Здесь растут цитрусовые, такие как апельсины, лимоны, мандарины. А еще здесь растут гранаты и можно встретить миндаль. Эти солнечные поля создают уникальный колорит и аромат, который чувствуется во всем этом уголке Испании. Guadalest, Peña viva frente al cielo. Puerta de roca, vigía del tiempo. 568 метров над уровнем моря. Да, это мы спустились. Но мы спустились из крепости, там, конечно, чуть-чуть повыше. И, кстати, погода сейчас у Давайте нас посмотрим погоду. 10 градусов. И обещают Показан дождь, но у дождя нет, в принципе, солнышко светит. Ну и как же в таком местечке не испить чашечку кофе с красивыми видами на пальмы, горы и не послушать болтовню местных жителей. Как раз сейчас мало туристов, поэтому можно немножечко пообщаться или послушать и так окунуться в местный колорит, в местной жизни на маленькой аутентичной улочке. Ну, не сочтите меня невоспитанной, но я хочу показать вам туалет в этом кафе. И он действительно стоит внимания. Он встроен прямо в скалу, часть стены оформлена как естественная скала, создавая необычный интерьер. При этом здесь очень чисто, уютно, тепло и сухо. Маленькая, но удивительная деталь, которая делает это место еще более запоминающимся. И пройдя еще немного дальше по улице, мы натолкнулись на удивительную деталь, которую мы уже встречали в пиренейских деревнях. Кто внимательно смотрит наш канал, напишите под видео, что это такое, для чего здесь вода и для чего сделаны вот эти вот доски.
прежде чем мы отправимся на парковку и сядем в автомобиль, давайте еще раз полюбуемся видами, посмотрим на уютные дворики, на атмосферу улиц, на каждую маленькую деталь, которая делает Гуадалис таким особенным. И если вы хотите узнавать такие удивительные места и получать информацию, которую редко находишь в путеводителях, подписка на канал и лайк помогут вам не пропустить следующие истории. То, что мы покажем дальше в следующих наших видео, действительно стоит внимания. Чем удобно в Испании, что здесь в каждом городе, в каждом населенном пункте, особенно в туристических местах, есть карты. И вы можете самостоятельно путешествовать, даже не прибегая к услугам гидов, к платным услугам. Гиды есть здесь, аудиогиды. К тому же можно все почитать на сайте города, узнать все про музеи, посмотреть, где что находится. В общем, все достаточно информативно. Причем вот здесь вот очень классно сделано. Это все такое несмываемое водой, дождями, ураганами и снегами. Самое забыли сказать, что это город Мас Бонитас де Испания. Да, из самых красивых. я забыла сказать, что это один из самых красивых населенных пунктов. То есть входит в список самых красивых населенных пунктов Испании. Наряду с деревнями в Пиренеях. С красивейшими деревнями Пиренеев. Ну, собственно говоря, дорогие друзья, Гуадалис, где мы только что были, это вот эта вот скала, и за ней, и вот сюда мы выходили на смотровую площадку, и с той стороны, соответственно, вот за этой скалой находится то самое водохранилище, вот оно, кусочек, мы да. его вот тут видим. Эта площадка тоже платная, тоже для парковки, и из караванов, как я вам только что показала, 6 евро. Здесь есть столики для пикничка. Вода там была много. Вода, и вот там по удобной лесенке можно спускаться и подниматься. Так что здесь несколько зон парковки. Одна зона, вторая зона, и там левее еще третья. И вот, собственно говоря, вот это вот самое замечательное место. Некоторые поднимаются еще выше, вот туда. Ну, и здесь поражают, конечно, виды, красоты. Приезжают сюда художники иногда изображать свои произведения. Просто туристы, местные жители любят ходить, гулять, отдыхать, проводить выходные. Ну, и просто дышать свежим воздухом. Ну, вот как-то так, да? Что еще добавить? Друзья, на этом, друзья, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и ждите следующие наши замечательные ролики. Да, всем адьос, амигос. Итак, всем адьос, амигос. Пока-пока. Чао-чао. До новых встреч. Пока-пока. Guadalest, peña viva frente al cielo, puerta de roca, vigía del tiempo, entre montañas guardas la voz de moros y reyes, de guerra y de sol. Guadalest, atalaya del viento, espada de piedra, silencio eterno, tu nombre resuena en el valle fiel. Guadalest, Guadalest, naciste al canto del al-Ándalus, muralla blanca contra el azul.